Всем здравствуйте, я вас приветствую на моем канале «Путь к себе». Меня зовут Анна. Если вы здесь первый раз, подписывайтесь, здесь по-любому 100% очень интересно. Мне самой каждый раз интересно. И у меня вот такая новая колода, я ее давно ждала, мне ее подарили. Но очень-очень красивая и очень-очень денежная, в том плане, что я ее прям чувствовала, что денежные темы на ней смотреть будет очень-очень классно. И давайте мы с вами сейчас посмотрим на ней, наверное, про ваш финансовый поток, канал. Она уже поучаствовала в закрытых раскладах для тех, кто проходил у меня отливки воском. И если вам интересно, можете почитать под видео, что да как, все ссылочки, объяснения там будут внизу. Поэтому она у нас уже заряжена на деньги, там очень классные результаты должны быть у людей. Я прям уже жду отзывов, потому что мне самой любопытно, какие же возможности появятся и как увеличатся финансовые возможности у людей после этой отливки воском. Давайте сделаем 3 варианта. Диагностика вашего денежного потока на данный момент. Первый вариант. Диагностика денежного потока. Второй вариант. И диагностика денежного потока, третий вариант. Здесь я еще думаю, мы достанем руны. Ну, я так уже вижу, что я их достану. Ну, пока как идет. Загадывайте первый, второй, третий, где будет информация для вас. Давайте даже вот так. Первый, второй, третий. Первый, второй, третий. Загадывайте. И мы начинаем с первого варианта. А у вас здесь могут быть какие-то возможности, причем их много, но вы их можете не видеть. Это первый вариант. А второй вариант, что вы можете не знать, за что хвататься. У вас очень много идей, очень много нереализованных идей, да, и то хочу, и это хочу, и, возможно, вот это мне даст деньги, и вот это, возможно, даст деньги, но вы как бы в воплощении, и я не вижу, что вы идете в воплощение этих идей. Что здесь мешает? А здесь вы можете бояться какого-то обмана, что вам придется либо очень много работать, очень много и трудно этого и тяжело добиваться, что вас могут где-то подставить, обмануть, каких-то вот мошеннических схем, возможно. То есть у вас в голове есть какие-то блокировки и страхи. Ну, как раз-таки отливка это не все, но часть уберет. Да, и сразу император. Хочу, могу, делаю, практически как маг. Нужно брать ответственность за то, что вы делаете, за ваш выбор, да, за то, с какими людьми вы взаимодействуете и с какими людьми вы строите отношения в плане партнерских, финансовых, да, в том числе, где вы берете кредиты, под какие проценты, как выплачивать. То есть вам здесь по императору нужно досконально все продумать, написать, скажем так, бизнес-план либо бизнеса, либо карьеры, ну, либо своего дела какого-то, да, и уже действовать, потому что идей много, воплощений нет. А император это тот, кто делает.
еще и королева жезлов, да. Можно подключить свою интуицию, ну, например, написать на нескольких бумажках все ваши идеи, перемешать и брать в руки какую-то бумажку и прям смотреть, как вы чувствуете. Чувствуете отклик, не чувствуете. И вот там потом, естественно, вы не знаете, что написано на этих бумажках, они перевернуты. Здесь вот, кстати, это то, что поможет, сейчас рассказываю, вам поможет это сдвинуться. И направить вашу энергию в нужное русло. Все бумажки вы, когда вот так переберете, отметите, на каких был самый лучший большой отклик. И вот, возможно, это то, что вам нужно рассмотреть в данный момент. Какую идею, куда вам двинуться. Да, вам нужно какие-то идеи отметать и сосредотачиваться на чем-то одном, ну максимум двух. Вам вот эту разрозненность, кучу идей, сейчас это вам только мешает, вы распыляетесь, соответственно, не знаете, куда идти. Вот такой вот вам совет-вариант. У вас без рун, но с практикой. Благодарю, пишите ваши резонансы. Для меня это очень важно. Вам не сложно, мне приятно всегда почитать обратную связь от вас. Благодарю вас за просмотр. И мы переходим ко второму варианту. Ваш денежный канал. У вас здесь может быть вполне неплохо. То есть вы то, что вы хотите, вы в принципе можете получать довольно-таки легко. Как говорится, притягивая это к себе. Ну, например, подумали, я хочу новую работу, и там, например, в течение месяца, недели, даже может на следующий день, вам кто-то пишет и звонит, слушай, вот у меня есть такое предложение, либо там в компании ищут такого-то человека, хочешь ли попробовать. То есть здесь у вас как бы по императрице и по звезде ваши желания могут неплохо сбываться. То есть вы подумали, через какое-то время вы это получили каким-то волшебным образом. Так, что еще у нас здесь про ваш денежный канал? А башня про что? Ну вы как-то боитесь, знаете, то ли на новый уровень, ну как вариант, либо выйти на новый уровень вот этих желаний. Я и думаю, что это было. Вы как-то можете по мелкому, что ли, мечтать. То есть вы можете обновить свои желания какие-то. Ну, например, если вы хотели, ну, допустим, сумочку там, да, за 10 тысяч рублей, а вы вполне можете пожелать уже, например, за 30 тысяч, да, но вы боитесь идти вот в это обновление, потому что вам немножко страшновато, да, это другой уровень, это нужно обновляться, это нужно думать, это нужно себе позволить, да, чтобы это было. Для кого-то даже немножко поднаглеть, назовем это так. Ну, вы вполне можете, вы себе только это позвольте. Либо у кого-то здесь сразу идут страхи, особенно когда ваши желания начинают сбываться, вы можете, знаете, как думать, а это значит, я сейчас что-то плохое подумаю, и это тоже сбудется. И можете себе немножко подзакрывать эту халявную тему, ну, условно халявную, конечно же. Вот. И можете сужать. Видите, у вас, как в данном случае, хоть и паш идет после десятки, но вы можете выбирать, знаете, как что-то одно. Хотя можете вот намного больше. У вас желания могут сбываться намного больше. Здесь даже рыбка у него в кубках. Кубки. Да-да-да, у вас могут желания прям намного шире сбываться. Хорошо, что мешает. А вы себя подостанавливаете, но мы это поняли.
Знаете, как-то идет, что аля не надо быть жадным, что ли, если все мои желания будут сбываться, что я там какой-то или какая-то жадная, ну нельзя же все иметь. Это вообще сейчас откуда было? Да, что нужно отсекать, а вдруг мне это все не нужно, а я тут вот набрала или набрал, у меня все это сбылось, куда, что мне теперь с этим всем делать? Знаете, как бы кто-то бы тут сказал, мне бы ваши проблемы, как говорится, да. А здесь немножко нужно менять и расширять мышление. А в принципе, отливки вам с этим тоже могут помочь. Да, вы можете по колесу фортуны неплохо так. Это про что у нас? Вы можете, как знаете, не больше количество сделать, а именно качество ваших желаний может вырасти. И вам это будет давать еще больше энергии и радости. А вы как-то сомневаетесь, что вот, да, как в примере, сумочка не за 10, а за 30. Вы как-то жметесь, что ли? Чего жметесь? Не верите в это, не верите. Иногда вот вам нужно остановиться, да, а то энергии на все не хватит. Нужно быть рациональным. Вот эта рациональность, да, иногда у вас очень хорошая сила притяжения. Вот эта рациональность, когда начинает включаться мозг, у вас и желания более мелкие становятся. И движение вот этих желаний тоже может перекрываться, а вы считаете, что это вот, ну, вам там энергии не хватило, да, на другие желания, что вам там перекрыли, да, за то, что вы такой или такая жадная, что вы слишком много всего хотите, нужно выбирать, а не нужно. Не нужно. Разрешите себе наконец-то иметь все, что вы хотите. Да, вам нужно эту схему прям обновить. То есть тут конкретно голова, конкретно убеждение. Нельзя так много хотеть, нельзя так много сбывать. На моменте нельзя так много хотеть и сбывать. У меня выключился телефон, потому что память забилась. Да? Это вот опять к вам. Нельзя так много, это слишком много. Надо себя немножко приустановить. Я, к счастью, увидела вовремя. Я успела только 2 карты положить. Здесь о том, что вы иногда думаете, что сколько я потом буду должна за это все, либо должен, да, а чем я буду расплачиваться потом за все эти свои мечты, которые у меня сбылись просто так, и которые я притянула в свою жизнь. Вот тут конкретно я вам подсветила установки в голове, которые мешают вам на самом деле расширить ваши горизонты. В принципе, вам отливка тоже может помочь. Извиняюсь, я ударила микрофончик. И здесь я вам хочу вытащить руну. Какой энергии вам не хватает? Нужно убрать все ненужные установки. Вообще все ненужное из головы и из своей жизни. Возможно, какие-то желания наносные, да, вы это чувствуете, и поэтому не хотите желать слишком многого, да. Вам нужно, как только уберете вот эти все свои ненужные негативные установки из головы, у вас появится возможность перейти на новую ступеньку и увеличить количество своей прям физической энергии, да, вот. Конкретно работайте с установками, что много хочешь, мало получишь, много радуешься, потом будешь плакать, лучше по-тихонькому, но чтобы кормушку не закрыли, а вам, в принципе, ее и не закроют, это только в вашей голове.
Благодарю вас, двоечки, за ваше внимание. Пишите ваши резонансы. Мне очень приятно. Вам не сложно. У нас с вами будет вот такой энергообмен. И мы переходим к троечкам. Ваш денежный канал сейчас. Ой, интересно. Как интересно, если учесть, что они вот так лежали. У вас идет какая-то трансформация вашего денежного канала. А в чем здесь? И опять из королева жезлов, короля мечей. Так, давайте король мечей о чем? Ага, королева мечей о чем? Здесь у вас идет трансформация из состояния, нужно все нафиг отрезать, ничего не хотеть, и, как сказать, чтобы не напрягаться, да, вот сейчас объясню, меня тут саботируют некоторые. Вы свои желания, возможности, какие-то хотелки все время отрезали, как, знаете, себя по рукам все время били, типа, не, нельзя, не надо, не лезь, вот, большего не хоти, цыц, вот сиди, вы себя все время, вы знаете, как принижали, ну, чтобы не высовываться, да, у вас сейчас идет переход к тому, чтобы вы рационально делали выбор, да, то есть чтобы вы себе могли объяснить, почему вы это выбираете, почему вам это нужно, и чтобы вы начали делать другие выборы. Да, то есть взвесили за и против, ну, например, хочу новый костюм, да, там, неважно, женщина, мужчина, у каждого свой костюм. Да, это, например, новый, еще один, но он будет, там, например, дороже, я себя буду чувствовать статуснее, весомее, буду выглядеть красивее, стильнее в нем. Он будет, например, другого цвета, другого покроя. То есть вы себе объясните, зачем оно вам нужно. И тогда ваш мозг это все пропустит и скажет: да, печать проверено, разрешаю. Вот. И, соответственно, вы вот из состояния того, что ну зачем тебе еще один костюм? Да у тебя этих костюмов, у тебя еще коньки не сношены, а ты уже еще одни хочешь. Вот из этого состояния переходите в то, что вы начинаете себе разрешать больше. Вы причем себе будете разрешать и замахиваться, заглядываться на что-то подороже, покачественнее, на какие-то другие выборы. Ну что ты там хочешь моего внимания? Да, я троечком доделаю. Кто там саботирует у меня? Кто там смотрит? Ну-ка, отпишитесь в комментариях. Я. Всем пыльцу, счастья и благополучия. Я вам тут вот подсвечиваю. Кто не хочет богатства? Срочно на отливке. Вам поможет вот эту вот свою королеву мечей наконец-то растворить. Вы себе будете подсвечивать, как скажем, плюсы того, что вы либо это купите, либо не купите. Перестанете себе наконец-то запрещать все, даже то, что вам нужно. Почему закрываетесь? Здесь можете бояться какой-то доли обмана, что либо вам предлагают не то, что вы хотите. Поэтому вы сразу отсекаете, вы даже не рассматриваете то, что вам предлагают, вы сразу от этого отходите, отсекаете.
потому что боитесь разочароваться в том, что вы хотите получить. И поэтому лучше я вообще не буду. Да, не буду даже стараться, чтобы это получить, не буду прикладывать усилия. Лучше пойду полежу. Полежу. А вообще можете. Ну, у вас есть все ресурсы, у вас все умения есть, 9 пентаклей, вполне вы можете. Ну, кому отзываются отливки, я на этом как раз-таки это жрицу выкладываю. Кому отзывается тема с отливками, пожалуйста, попробуйте этот вариант. Если не отзывается, попробуйте как-то по-другому проработать вот эту тему с неразрешением себе. Вы все время себя тормозите в ваших желаниях. Вам очень много чего хочется, очень много подавленных эмоций по поводу желания. Я вот там, и вот это колечко хочу, и вот этот чемоданчик хочу, и в отпуск поехать хочу, ну или эту машину хочу, да, надоело ездить на старой. А вы все время себя бьете по рукам. Да, причем это, кстати, может сказываться на вашей энергетике в том плане, что вам уже ничего не хочется делать. Есть состояние апатии какой-то, ничего не радует, энергии мало, все время неудовлетворенность по поводу своих финансов, а потому что финансов нет, они как бы на что вам придут? Вы себе во всем отказываете. Вот мир вам и отказывает в финансах, да, правильно говорю. Вы сами отказываетесь от финансов, потому что вы отказываетесь от материального. Из-за своих каких-то тревог, сомнений у вас вот это движение перекрывается. Очень много суеты, точно. А здесь вот, когда вы себе это разрешите, у вас и энергия появится, и эмоциональное наполнение появится, и шансы заработать появятся, и удовольствие вы от этого получать будете. Если, конечно, в штыки эти возможности воспринимать не будете. Да? Решайтесь и наполняйтесь. Перестаньте бороться с собой. Все, я вас благодарю. Пишите ваши резонансы, а то сейчас кто-то мне разнесет всю квартиру. Хочет внимания. Все, я вас благодарю. Спасибо за ваши лайки, комментарии. И обязательно подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Всем пока-пока.